В архивах старинного монастыря святого Иоанна, затерянного в горах Альп, был обнаружен манускрипт, о существовании которого никто не догадывался. 18 августа 2023 года при реставрации библиотечного фонда монах-архивист обнаружил древний свиток, запечатанный в кожаную обложку. Его возраст составил более 1000 лет, и он содержал записи, вызывающие потрясение. Монахи хранили его в тайне, возможно, осознавая его важность и опасность. Неизвестный автор манускрипта описывал явление, которое, по его предположениям, произошло на Земле около 1000 лет назад. В записях говорилось о второй Луне, которая когда-то вращалась вокруг нашей планеты, воздействуя на ее климат и экосистему. Древний текст содержал подробное описание, как эта Луна была видна из разных уголков Земли. В нем указывались дни и ночи, когда ее свечение изменялось, и как это влияло на урожай и поведение животных. Ошеломленные исследователи начали анализировать манускрипт, понимая, что содержание может перевернуть наше представление о космосе и земной истории. В то время как ученые со всего мира долго обсуждали возможность существования второй Луны, манускрипт предоставил доказательства, подтверждающие эту гипотезу. С каждой прочитанной строчкой появлялись новые вопросы. Что случилось с этой Луной? Почему о ней ничего не известно в современной астрономии? Согласно записям, в один из роковых ночей второй Луны произошел катастрофический взрыв. В тексте упоминались огненные метеоры, падающие с небес, и сильные землетрясения, которые потрясли планету. Зафиксированные явления в манускрипте напоминали древние легенды о катастрофах и апокалиптических небесных явлениях. Научные круги были в недоумении. Одни предполагали, что манускрипт является мифом, другие придавали ему больше значения, основываясь на астрономических расчетах. Вскоре к архивам монастыря начали обращаться исследователи, желающие изучить оригинал манускрипта. С каждым новым днем интерес возрастал, а слухи о загадочной Луне и ее возможном влиянии на Землю заполонили интернет. Вскоре на место прибыла команда ученых, готовая к исследованию. В ходе первых анализов было выяснено, что некоторые астрономические явления, описанные в манускрипте, соответствуют данным современных наблюдений. Если вас впечатляют такие загадочные находки, как манускрипт о второй Луне, не забудьте подписаться на наш канал. Кто знает, может, мы найдем еще что-то, что заставит вас задуматься о жизни, Вселенной и даже о том, кто съел последний кусок пиццы на вечеринке. Если вам действительно нравится наше творчество, то поддержите проект через донат. Ссылка в описании, или просто наведите телефон на QR-код на экране. Это открытие вызвало волну обсуждений о возможной связи между событиями, описанными в манускрипте, и известными факторами, влияющими на жизнь на Земле. Эти записи стали предметом особого интереса, в частности для историков, астрономов и экологов. Чем больше ученые погружались в изучение манускрипта, тем больше вопросов возникало. Каковы были последствия взрыва второй Луны? Почему о ней ничего не известно? Могли ли эти события повлиять на жизнь на планете? Каждый новый аспект манускрипта открывал безбрежное море тайн, ожидающих своего решения. Эксперты начали детальное изучение манускрипта, анализируя его текст и структуру. Параллельно с этим некоторые из них приступили к расшифровке символов, которые были использованы для обозначения астрономических явлений. В ходе работы над манускриптом стало ясно, что язык, на котором он написан, является уникальным. Он сочетал элементы латинского и древнегреческого, а также содержал неизвестные знаки и иероглифы, что значительно усложняло процесс расшифровки. Во время исследовательских работ один из ученых, профессор Алонсо Гомес, заметил, что в манускрипте есть упоминание о некоем ордене монахов, который, по утверждению автора, занимался наблюдением за второй Луной. Эти монахи, по всей видимости, обладали знаниями, которые были недоступны современным ученым. Гомес обнаружил, что в некоторых записях упоминаются астрономические наблюдения, делавшиеся с помощью телескопов, схожих с современными. Это открытие вызвало бурное обсуждение среди членов команды. Вскоре внимание исследователей привлекло и другое упоминание. В манускрипте говорилось о ритуале, который монахам предстояло совершить в день, когда Луна достигает наивысшей точки в небе. Профессор Гомес выдвинул гипотезу, что ритуал мог быть связан с каким-то предсказанием или попыткой контролировать влияние Луны на Землю. Таким образом, манускрипт стал не только источником информации о Луне, но и о возможных практиках древних монахов.
Команда решила углубиться в изучение исторического контекста, в котором был написан манускрипт. Исследователи обратились к архивам монастыря, пытаясь найти записи о самом ордене и его членах. Через несколько дней поисков они наткнулись на старые летописи, где упоминались монахи, которые исчезли без следа за несколько десятилетий до взрыва второй луны. Эти записи, написанные скупым, но выразительным языком, описывали мистические практики и тайные собрания, состоявшиеся в тот период. Каждое новое открытие подогревало интерес исследователей, и вскоре они начали предполагать, что манускрипт мог содержать указания на некое местоположение, где могли быть спрятаны дополнительные записи о второй луне. В записях упоминались древние обряды и места поклонения, которые сегодня считались забытыми. Собранные данные позволили команде выдвинуть предположение о том, что взрыв второй Луны стал результатом не только природного явления, но и вмешательства некого ордена, который, возможно, пытался использовать ее силу в своих целях. Это предположение породило новые вопросы. Могли ли хранилища монахов содержать не только знания, но и артефакты, относящиеся к этому событию? В это время на поверхность начали всплывать многочисленные легенды, которые звучали в разных культурах и народах. Эти мифы описывали, как две луны управляли судьбой землян, и чем больше исследователи углублялись в изучение манускрипта, тем больше понимали, что разгадка этой тайны может оказать влияние не только на исторические знания, но и на современное восприятие космоса. С каждым днем исследования становились все более интенсивными. Профессор Гомес, вдохновленный последними находками, начал составлять детальную карту, основываясь на упоминаниях второй Луны в манускрипте. Он заметил, что лунный цикл, описанный в тексте, имел отличие от известного современному человеку. Каждая фаза имела свое название и особое значение для землян. В этих фазах находили отражение изменения в природе, и каждая из них сопровождалась конкретными ритуалами, направленными на гармонизацию сил, которые они считали связанными с Луной. Исследователи пришли к выводу, что вторая Луна была не просто астрономическим объектом. Она обладала неким мистическим значением. В манускрипте упоминались ее размеры и цвет. По описанию, она была больше и ярче первой Луны и имела переливающийся оттенок, который напоминал серебристый блеск, перемешанный с глубокими оттенками фиолетового и синего. Каждую ночь, когда она поднималась на небосвод, ее свет, по словам автора, заряжал Землю неведомой энергией. В процессе анализа текста к команде присоединился молодой астроном Антонио Ривера, который предложил использовать современное оборудование для наблюдений за небесными явлениями в районе монастыря. Он предположил, что возможно зафиксировать аномалии, которые могли остаться от влияния второй Луны. Разработав график наблюдений, команда начала регулярно фиксировать данные и проводить эксперименты. Однако вскоре начались странные события. В круге монахов начались споры и разногласия. Некоторые из них, одержимые идеей раскрытия тайн манускрипта, стали проявлять признаки одержимости. Они начали говорить о том, что манускрипт должен оставаться закрытым. Один из монахов, старец Филипп, утверждал, что раскрытие тайн Луны может вызвать новое бедствие. Он предупреждал о непредсказуемых последствиях, которые могут настигнуть Землю, если они продолжат дальнейшие исследования. В один из вечеров, когда команда собралась для обсуждения новых данных, неожиданно отключилось электричество. Мрак окутал монастырь, и в это время все почувствовали легкое дрожание земли. Участники собрания начали обмениваться взглядами, полными тревоги. Вскоре в коридорах послышались странные шорохи, люди начали паниковать. Внезапно на стенах стали проявляться тени, которые, казалось, двигались самостоятельно. Это событие встревожило всех. Гомес, пытаясь сохранить спокойствие, предложил продолжить исследование, несмотря на необъяснимые явления. Антонио, напротив, настаивал на том, чтобы сделать паузу и разобраться в том, что происходит. Внутри команды возникли разногласия. Вампирские легенды о монахах, которые исчезли, начали всплывать в их обсуждениях. Каждый из них начал осознавать, что работа с манускриптом могла повлечь за собой гораздо больше последствий, чем они предполагали. Обострение конфликта внутри команды совпало с тем, что в манускрипте стали выявляться детали, которые указывали на существование других объектов, подобных второй Луне. Эти объекты таили в себе потенциальные угрозы, о которых монахам давно было известно, но которые они скрывали от мира. Теперь, когда тайна начала распутываться,
Участники исследования осознали, что время уже работает не на них. В поисках ответов на вопросы о второй Луне команда углубилась в анализ манускрипта, в котором, как выяснили исследователи, была не только информация о ее существовании, но и загадочные упоминания о ее исчезновении. Записи описывали, как некий обряд, проведенный монахами, был призван укрепить связь с Луной и предотвратить ее исчезновение. Однако подробности ритуала оставались неясными, а их значение вызывало все больше сомнений и тревоги. Профессор Гомес предложил детализировать и реконструировать обряд, чтобы понять, как он мог повлиять на исчезновение Луны. Но многие члены команды, включая Антонио, начали выражать растущее недовольство идеей. Они считали, что восстановление ритуала может привести к катастрофическим последствиям, о которых предупреждал старец Филипп. Тем временем старец начал открыто противостоять своим коллегам, утверждая, что они играют с силами, которые не могут контролировать. Напряжение в команде нарастало, и вскоре к ним присоединился новый участник, исследователь оккультизма Лаура Мартинес. Она обратила внимание на то, что в манускрипте содержатся не только астрономические данные, но и намеки на магические практики, которые могли быть использованы монахами для взаимодействия с Луной. Лаура предложила использовать ее знания, чтобы глубже понять то, что произошло с Луной, и, возможно, предотвратить повторение трагедии. В эту ночь Лаура организовала сеанс, чтобы провести ритуал общения с духами, связанными с Луной. Команда разногласий разделилась. Некоторые согласились принять участие, другие отказались, не желая рисковать. Во время сеанса происходили странные явления. Тени сгущались, предметы в комнате начали двигаться сами по себе. Лаура, будто находясь под воздействием, начала произносить заклинания, и в этот момент все присутствующие ощутили резкий холод, который охватил помещение. На следующий день, когда команда вновь собралась, все были напряжены. Лаура утверждала, что во время ритуала она получила видение, в котором ей явилась вторая Луна. Она рассказала, что Луна исчезла не случайно, а в результате действия монахов, которые использовали ее силу для влияния на мир. Их действия вызвали ярость космоса, что привело к взрыву. Пока Гомес и Антонио пытались проверить слова Лауры, старец Филипп настоятельно требовал прекратить исследование. Он утверждал, что монахам удавалось сохранить баланс между силами, и их вмешательство уничтожит все. Команда оказалась в состоянии конфликта. Одни стремились раскрыть правду, другие — защитить знания, которые могли быть слишком опасными для современности. Разногласия достигли своего пика, когда был найден еще один старый документ, который, как утверждали некоторые исследователи, мог бы служить ключом к пониманию ритуалов, связанных с исчезновением Луны. Но этот документ был написан на языке, который никто не мог расшифровать. Команда разделилась. Одни считали, что нужно продолжать искать ответы, другие настаивали на том, чтобы оставить все как есть. В это время в монастыре начали происходить новые странные события. На стенах появились неразборчивые знаки, а среди монахов началась паника. Каждую ночь в небе мерцали огни, и вскоре стало очевидно, что время истекает. Неизвестные силы начали действовать, и каждая минута промедления могла стать фатальной для исследователей и всего человечества. На фоне нарастающего напряжения в монастыре команда столкнулась с неподъемной задачей. Каждую ночь мерцание огней на небе становилось все более интенсивным, а в воздухе витала тревога. Лаура продолжала утверждать, что ее видение связано с взрывом второй Луны, который произошел в результате неконтролируемого вмешательства монахов, попыток манипуляции космическими силами. После ее слов о том, что они могли спровоцировать катастрофу, страх заполнил сердца многих. Одним из первых последствий стала массовая паника среди монахов. Некоторые начали покидать монастырь, считая, что здесь их ждет неминуемая гибель. Другие же, наоборот, решили остаться и бороться с возможной угрозой. Гомес и его команда понимали, что оставаться в стороне не вариант. Они начали собирать все доступные данные о взрыве, стараясь выяснить, что именно произошло и как это могло быть связано с ритуалом, описанным в манускрипте. В поисках ответов они изучили древние летописи монастыря, находя все больше упоминаний о второй Луне и ее влиянии на мир. Вскоре один из участников команды, Антонио, наткнулся на загадочную запись, которая намекала на то, что монахи могли не только наблюдать за Луной, но и пытаться использовать ее силу для собственных целей. Эта информация перевернула их понимание того, что происходило в прошлом.
Команда решила провести эксперимент, основанный на ритуале, описанном в манускрипте, в надежде, что это поможет установить связь с Луной и понять, как избежать повторения трагедии. Лаура, сопротивляясь идее, все же согласилась возглавить ритуал. В назначенный вечер вся команда собралась в главном зале монастыря, где свечи мерцали, создавая мрачную атмосферу. Во время ритуала Лаура произнесла заклинания, которые, по ее мнению, могли привлечь внимание Луны. Вдруг в воздухе возникло электрическое напряжение, и за пределами монастыря разразилась сильная буря. Гром гремел, а молнии разрывали небо, словно сама природа возмущалась их действиями. Члены команды обменялись тревожными взглядами, но продолжали следовать указаниям Лауры. Именно в этот момент произошло нечто неожиданное. Внезапно из глубины земли донесся оглушительный взрыв. Наступила тишина, и потом на небе появилась яркая вспышка, как будто что-то гигантское разорвалось на части. Люди в ужасе отшатнулись назад, понимая, что это могло быть последствием их попытки связаться с Луной. Взрыв был настолько мощным, что стены монастыря задрожали, а пыль заполнила воздух. Все участники ритуала почувствовали, что они стали свидетелями чего-то невероятного. В тот же миг все записи о второй луне, которые они собирали, начали мерцать, словно содержимое манускрипта реагировало на происходящее. Каждый из них осознал, что не просто изучают древние тайны, а непосредственно влияют на реальность. На следующее утро команда обнаружила, что в небесах возникли новые объекты. Лаура предположила, что это остатки второй луны, разбившиеся в результате взрыва. Но как именно этот взрыв мог повлиять на Землю, предстояло выяснить. Вопросы множились, а ответы оставались неясными. Волнение охватывало команду, и они понимали, что теперь находятся на грани открытия или катастрофы, которая может изменить их жизни навсегда. Некоторые члены команды сразу же заметили изменения в окружающей среде. С утра после взрыва небосвод стал казаться иным. Яркий свет, исходящий от вновь появившихся объектов на небе, не только ослеплял, но и изменял цвет неба, придавая ему фиолетоватый оттенок. Вскоре после этого начали происходить странные явления. Растения в саду монастыря начали расти быстрее, цветы распустились, как будто их наполнили новой энергией. Это было красивое, но тревожное зрелище. Исследователи понимали, что такой резкий рост флоры не мог оставаться без последствий. Вскоре млекопитающие в окрестностях монастыря стали проявлять необычное поведение. Лесные животные, которых обычно было трудно увидеть, начали собираться вокруг монастыря. Они потеряли страх и прямиком подходили к зданию, словно что-то знали. Гомес и Антонио стали наблюдать за их поведением, фиксируя изменения, которые казались странными и даже пугающими. На третий день после взрыва произошло нечто необъяснимое. В монастыре начались массовые мигрени и головные боли, странная эпидемия охватила всех, кто находился внутри стен. Исследователи пытались разобраться в причинах, но не находили объяснений. Лаура, наблюдая за состоянием своей команды, начала подозревать, что влияние Луны на Землю все еще ощущается, хотя она уже не существует. Это вызывало новые страхи, что если ее исчезновение приведет к катастрофическим последствиям. Наблюдая за поведением животных, Гомес заметил, что они стали более агрессивными, особенно в ночное время. Дикие звери подходили ближе к монастырю, и однажды одним из исследователей стал свидетель нападения стаи лис на корову неподалеку. Это было не просто нападение хищников, это выглядело, как если бы они действовали с какой-то целью, будто чувствовали новую силу, исходящую от земли. В то же время старец Филипп продолжал настойчиво призывать команду прекратить исследования и уйти из монастыря. Он говорил о древних предостережениях, о том, что нарушение естественного порядка может вызвать катастрофы. Его предостережения становились все настойчивее, и вскоре он начал собирать монахов, пытаясь организовать обряд, чтобы умиротворить силы, которые могли быть разбудены взрывом. Тем временем Лаура, Гомес и Антонио приняли решение продолжить изучение влияния нового небесного тела на Землю. Они провели ночные наблюдения, фиксируя изменения в поведении животных и растений. Реальность, в которой они оказались, казалась все более причудливой. На следующий день, когда они попытались снова провести анализ данных, обнаружили, что оборудование начало показывать аномальные результаты. Приборы фиксировали странные колебания магнитного поля, и команда поняла, что нечто огромное и неизведанное происходит в недрах планеты. К этому времени напряжение внутри группы достигло предела.
Каждый участник был охвачен страхом, чувством вины или недовольством. Гомес и Антонио были полны решимости разгадать тайны, в то время как Лаура становилась все более пессимистичной. Разногласия между ними углублялись, и вскоре стало очевидно, что одно решение может привести к последствиям, которые изменят их жизни навсегда. В каждом углу монастыря витала тревога, и никто не знал, что произойдет дальше. В ночь, когда тени на стенах монастыря стали особенно густыми, Гомес, Антонио и Лаура собрались, чтобы обсудить последние данные. Они понимали, что оставшиеся часы могут стать решающими. Профессор Гомес, сдерживая волнение, вновь раскрыл манускрипт и указал на одну из страниц, которая ранее ускользнула от их внимания. На ней были нарисованы сложные символы, которые, кажется, выдавали ключ к ритуалу, использованному для управления второй луной. Каждый символ, казалось, был связан с определенной фазой Луны и ее воздействием на Землю. Гомес с остротой взглянул на строки, где говорилось о возможностях использования лунной силы. Он заметил, что в одном из ритуалов упоминались элементы, которые могли бы активировать скрытые силы природы, пробуждая их от долгого сна. Это открытие всколыхнуло волну адреналина в его венах. Лаура, глядя на символы, поняла, что некоторые из них могли быть связаны с местами силы на Земле. В ее сознании зажглась искра осознания. Если они смогут активировать эти места, то, возможно, смогут не только вернуть вторую Луну, но и предотвратить ее разрушительное влияние. С каждой минутой волнение росло, и они решили провести ритуал, чтобы протестировать гипотезу Гомеса. Подготовка заняла несколько часов, и вскоре они собрались в самом центре монастыря, где воздух был насыщен напряжением. Лаура, используя свои знания о древних ритуалах, начала произносить заклинания, в то время как Гомес и Антонио подготавливали необходимые элементы — свечи, травы и благовония. Внезапно в комнате раздался треск, и лампы начали мерцать, как будто сама энергия вокруг них пыталась высвободиться. Когда заклинание было произнесено, воздух заполнился ослепительным светом. Внезапно в центре зала появился сияющий круг, который начал вращаться. Блеск становился все ярче, и вскоре они увидели проекции второй луны, мерцающей в пространстве. Она выглядела такой же, как описано в манускрипте. Большая, с переливами фиолетового и серебристого, словно она была на грани возвращения. Однако в тот же миг, когда они ощутили величие этого открытия, пространство вокруг них начало дрожать. Звуки стали глухими, а стены монастыря заскрипели, как будто нечто огромное пробуждалось из глубин. Гомес почувствовал, как силы природы начинают обрушиваться на них, и осознал, что они не просто открыли дверь в новое измерение, а разбудили сущность, связанную с губительными событиями прошлого. Пол в зале начал трястись, и внезапно из-за стен начали вырываться потоки энергии. Лаура закричала, когда один из символов на стене начал светиться и выделять яркое свечение. Исследователи поняли, что они зашли слишком далеко. Они стали свидетелями той самой силы, от которой монахам удалось укрыться столетия назад. В этот момент в сознании Гомеса возникло понимание. Они не просто исследовали манускрипт, а пробудили древние силы, которые когда-то погубили вторую Луну. Время отступило, и команду охватили воспоминания о событиях, приведших к тому ужасному взрыву. Они осознали, что, возможно, теперь у них есть шанс изменить ход истории и предотвратить повторение прошлых ошибок, если они смогут управлять вновь пробужденной силой. Но как? Время истекало, и они должны были действовать быстро. Свет, излучаемый второй луной, стал настолько ярким, что команда ощутила физическое воздействие на себе. Взрыв энергии напоминал волны, прокатывающиеся по телу. Гомес, Антонио и Лаура почувствовали, что их сознание начинает расширяться, соединяясь с тайнами прошлого. Внутри яркого света начали проясняться образы, связанные с Луной и монахами. Гомес увидел монаха, стоящего на вершине горы, который выполняет ритуал, призывая силу Луны. В этот момент была установлена связь, которая манипулировала природными законами. Взрыв, произошедший спустя века, был результатом этого вмешательства. Монахи, стремясь к власти, не смогли контролировать последствия, и Луна покинула небосвод, оставив только разруху. Антонио, увидев это видение, пришел в ужас. Теперь у них был шанс не только узнать о прошлом, но и предотвратить катастрофу в будущем. Лаура, осознавая значение происходящего, предложила использовать полученные знания для восстановления баланса. Внезапно свет вокруг них начал колебаться. Гомес, понимая необходимость действовать, воскликнул:
Мы должны повторить ритуал, но с акцентом на восстановление, а не на манипуляцию». Его уверенный голос подстегнул команду к подготовке. Они начали произносить заклинания, изменяя их с учетом увиденных образов. Лаура указывала на символы, которые необходимо было акцентировать, чтобы направить силу Луны в мирное русло. Энергия, исходящая от них, стала синхронизироваться с ритмом природы. Каждой строкой они ощущали, как мир вокруг меняется, как будто дни и ночи вновь находили свой естественный баланс. На потолке заколыхался свет, и воспоминания о второй луне начали проявляться. Образы древних монахов, их страхи и надежды стали видимыми, словно они снова стали частью этого мира. Команда поняла, что им предстоит восстановить связь с Луной и вернуть ее силу на Землю. Свет начал собираться в единую точку. Гомес ощутил, что они на грани чего-то значительного. Он посмотрел на Антонио и Лауру, и их взгляды встретились, полные надежды и решимости. Они объединились в стремлении к восстановлению, понимая, что могут не только исправить ошибки прошлого, но и открыть новые горизонты для человечества. Внезапно мир вокруг них заполнился голосами монахов, которые взывают к ним о помощи. Они ощущали, как их энергия соединяется с Луной, и общее состояние достигло своего апогея. Каждая клетка их тел наполнилась силой, и они поняли, что, возможно, именно в этот момент стали теми, кто сможет изменить будущее. Но как только они ощутили власть Луны, произошли непредсказуемые события. Энергия, вырывавшаяся из них, стала хаотичной, и баланс, который они пытались восстановить, оказался под угрозой. Гомес осознал, чтобы успешно завершить ритуал, им нужно объединить свои силы. Они встали в круг, сосредоточив всю свою веру и надежду на восстановление второй Луны как защитницы Земли. Это объединение стало их силой, необходимой для избежания катастрофы. Собравшись в круг, команда ощутила, как их энергии начали сливаться. Гомес, Антонио и Лаура одновременно произнесли заклинания, следуя символам, изученным ранее. Каждый из них стал частью единого потока, и их сила усилилась. Свет вокруг них ярко вспыхнул, а пространство наполнилось звуками, как будто природа отвечала на их призыв. Вдруг перед ними разверзлось видение. Они увидели вторую луну, как она могла бы выглядеть, если бы не взрыв. Она светилась, освещая всю землю. Вместе с ней появились образы монахов, осознающих, как их действия в прошлом привели к разрушению. Это понимание охватило каждого из них и напомнило о необходимости ответственности перед той силой, которую они стремились восстановить. Свет вокруг них начал фокусироваться, образуя энергетический шар, поднимающийся к потолку. Этот шар стал источником силы. В этот момент они поняли, что Луна — не просто небесное тело, а символ единства и гармонии. Если они смогут передать это понимание людям, то предотвратят повторение трагедии. Когда шар достиг максимума, произошел мощный всплеск света. Энергия заполнила комнату и выплеснулась в окружающее пространство. Внезапно в монастыре воцарилась тишина. Команда ощутила, как старые образы исчезают, уступая место новым. Земля расцветала под мягким светом второй луны, наполняясь жизнью. После этих событий команда пришла в себя. Они поняли, что их действия восстановили связь с Луной, и она вновь заняла свое место на небосводе. Вокруг монастыря начались изменения. Растения расцвели, воздух наполнился свежестью, а животные вернулись к естественному поведению. Однако их работа не была окончена. Гомес, Антонио и Лаура решили донести свои открытия до людей. Они начали писать о своих исследованиях и опыте, собирая данные и уроки. Итак, как вы поняли, мы не просто изучаем древние манускрипты, а пытаемся восстановить связь с Луной и спасти мир. Если вам нравится наше космическое приключение, не забудьте подписаться, ведь кто знает, вдруг у нас появится третья Луна. А если хотите поддержать наш проект, ссылка для доната в описании или просто наведите камеру на QR-код на экране. Их цель заключалась в том, чтобы рассказать миру о второй Луне и напомнить о важности уважения к силам природы. Спустя несколько месяцев их книга вышла в свет и вызвала большой интерес. Читатели были впечатлены историями о мистических последствиях и о том, что над ними всегда есть нечто большее, чем просто звезды. История о второй Луне и монахах напомнила человечеству о важности связи с природой и ответственности за свои действия. Гомес, Антонио и Лаура стали не просто исследователями, а хранителями новой истины. Их работа оставила след в истории. Благодаря им человечество смогло избежать ошибок прошлого, восстанавливая гармонию с окружающим миром.
Каждую ночь, глядя на небо, они ощущали свет, обещающий новую эру, где знание и понимание займут главное место в жизни людей, а луна снова станет символом надежды и единства.